Здравствуйте! Вас приветствует руководитель ансамбля русских народных шумовых инструментов «Забава» Елена Решетникова. Очередной выпуск нашей программы посвящен 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ложки, часы, карандаш – эти предметы совершенно обычные для современного человека, но в годы Великой Отечественной войны эти и многие другие предметы имели для бойцов совершенно иную ценность. В Красной армии ложка и котелок выдавались каждому новобранцу. Многие предпочитали домашние столовые приборы. Считалось, что это малая часть дома, своеобразный талисман, который позволит скорее покончить с войной и вернуться к родным. Чтобы придать приборам индивидуальность и не перепутать их, на ложки наносили гравировку, выцарапывали иголкой инициалы, год рождения, часть, иногда надписи-лозунги типа «Смерть фашистам». Носили ложки в вещмешке, но еще чаще их засовывали за голенище сапога. Сегодня в исполнении участников Народного театра «Романтик» режиссер Ирина Коренева вы увидите инсценировку авторов Полины Ефремовой и Владимира Игнаткина «Солдатская ложка на 4 войнах». Я находился в гвардейском минометном полку. Боевые расчеты его снимались с позиций и сосредотачивались у Днестра, на крутом берегу, заросшем высокой травой. Настроение гвардейцев было приподнятое. Еще один город, древний Галич, отбит у фашистов. Подъехали походные кухни, неотъемлемый атрибут фронтовой жизни. Теперь и подкормиться можно. Однако с обедом медлили. Сегодня исполнялась 2-я годовщина присвоения минометному полку гвардейского звания. Дата не столь уж большая, но в условиях войны знаменательная. И командование полка решило отпраздновать юбилей и освобождение Галича одновременно. Над Днестром вытянулись стройные ряды минометчиков. На правом фланге развернулось гвардейское знамя части. Над поймой реки гремел духовой оркестр. Начался митинг. С речью выступил командир полка и рассказал о боевом пути полка и его людях. Добрым словом помянул погибших в боях солдат и офицеров. В заключение поздравил личный состав с юбилеем и пожелал полной победы над врагом. После митинга гвардейцам раздали праздничный обед. Щи с мясом, рисовая каша с котлетами. Рассевшись на приволье, минометчики дружно принялись за еду, как всегда подшучивая и остря. Не ел только один Агафонцев, рослый, ладный солдат с коротко подстриженными усами. Он сидел на корточках и суетливо копался в вещевом мешке, затем опустил руки и поник головой. Что-нибудь случилось? Да, ложка потерялась. Потерял ложку? Хлеба из котелка. Антон, да ты что? Печалишься о ложке? Подумаешь, ценность большая. Не скажи. Ложка-то у него особенная была. С большой биографией. На 3 войнах побывала и на 4-ю попала. И как бы пройтись по тем местам, где пришлось ей быть, одной жизни человеческой не хватило бы. С этой ложкой вся династия Агафонцевых воевала с врагами России. Еще дед Сафрон носил ее в своем ранце, когда в русско-японской воевал под Мугдором и Порт-Артуром. Сам генерал Кондратенко ел этой ложкой солдатскую кашу, после того, как вручил Сафронову Георгиевский крест. А дядя Антона 4 года мыкал в империалистическую, а отец Антона всю гражданскую войну прошел с нею. Бил Колчака, Деникина, Врангеля, Белополяков. Но это уж фантазия. Присочинили. Факт. Да к чему мне врать? Мы с Антоном из одного села, из-под Саратова.
и дружки из детства. Наши избы стоят крыша к крыше. И я хорошо помню, как дед Сафрон и отец Антона рассказывали нам. Мы еще пацанами тогда были. Разные фронтовые истории. Больше, конечно, печальные. А когда провожали нас на фронт, отец Антона говорил напутствие: идешь ты, сын, на войну, бери фронтовую ложку и смотри, чтоб принес ее домой. Она у нас наследственная. Все мы воевали и невредимыми вернулись домой. Вернешься и ты, сын. Правильно я говорю, Антон? А что толку? Вот потерял, не выполнил наказы отца. Бери, ешь, а то щи остынут. Да не хочу я. Да и аппетит уже пропал совсем. А где она у тебя была? Да в вещевом мешке. Где же ей еще быть? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Так. Ага, тут нету. Так, посмотрим. А в сапогах, в голенищах? Нету там. Угу. Да-да, я проверю уже. Нету. Так. Ну да, действительно нету. Я же говорил. А в карманах? Ну-ка, выворачивай карманы. Да не будет здесь. Дай-ка я проверю. Ага. О, а это что такое? Эх ты, гвардеец. Ну, наконец-то! Вот и нашлась твоя ложка. Эх, ну ипотека. Цирк, да и только. Антон, как же ты так маху дал? Да, так вот получилось. Не знаю даже как. Всякое бывает. Теперь жить будешь, Антон. А дай-ка посмотреть твою ложку. Ведь как-никак 4-ю войну служит. Ух ты ж, березовая. А край-то в одном месте выщерблен. И на черенке вырезано 1904 год, 1914 год, 1918 год. Ну суть-то в чем, ребят? Даже не верится. 4 поколения, 4 войны. С этой минуты эта ложка стала не только семейной реликвией Агафонцевых, она как бы принадлежала всем нам. Эту ложку терять нельзя. Нужно описать всю ее биографию и направить в музей Красной Армии. Да приложить к ложке письменное сообщение о боевых героических делах ее хозяина, Антона. Как он однажды за весь расчет воевал. Хоть и раненым был. Не возражаешь, Антон? Еще чего? Зачем? В музей деревянную ложку. Уж лучше я ее домой повезу. Отец такой наказ давал. Зачем же домой? Твоя ложка уже стала полковой реликвией. Это бери повыше, а то домой. И что надумал? Разговор прервался. Подали команду строиться, и все пришло в движение. Минометчики приводили себя в порядок перед новой дорогой войны, ведущей на запад. К походам и к боям им уже не привыкать. Предстоял еще один бой и не одно сражение. Но они знали, что немного уже осталось до полной победы. Все мы дети великой державы. Все мы помним заветы отцов ради Родины, чести и славы. Не жалей ни себя, ни врагов.
Спасибо за внимание. До новых встреч!